Привет, друзья! Сегодня в Европе сразу несколько событий привлекают внимание. Во Франции тысячи людей выходят на улицы после назначения нового премьер-министра Себастьяна Лекарню. Причина – разногласия по бюджету и экономической политике, которые вызвали кризис доверия к предыдущему кабинету. А в Швеции новый министр здравоохранения уже столкнулась с трудным стартом своей работы на посту. В Польше принят закон, который временно ограничивает право на убежище для части мигрантов. Кроме того, в Европейском Союзе снова обсуждают летнюю сделку с Соединенными Штатами Америки по торговым тарифам, а в Германии перед муниципальными выборами растет интерес к партии «Альтернатива для Германии». Оставайтесь до конца, я разберу каждую новость и посмотрим, что это значит для Европы. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить важные самые последние события Германии и Европы. Итак, во Франции вновь вспыхнула масштабная волна протестов. Люди по всей стране выходят на улицы под лозунгом «Давайте блокировать все». Акции начались сразу после назначения нового премьера Себастьяна Лекарню и направлены против предложенного прежним правительством бюджета с жесткой экономикой. Поводом стало падение премьера Франсуа Байру. Он только за несколько месяцев в должности потерял вотум доверия, что разрушило его кабинет. Протестная кампания идет децентрализованно, к ней присоединились различные группы: левое движение желтых жилетов, железнодорожные профсоюзы. В ответ власти мобилизировали около, внимания, 80 тысяч полицейских по всей стране, чтобы пресечь блокировки дорог, попытки саботажа и защитить инфраструктуру. Уже отмечены перебои в железнодорожном сообщении, задержки в региональных поездах, в авиационной службе предупредили о возможных проблемах в аэропортах. Также забастовки охватывают университеты и рабочие места. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре критики. Партию несправедливости уже призывают к отставке, от левой ЛФИ до праворадикалов, которые требуют распустить парламент и назначить новые выборы. Быстрая смена премьер-министра стала попыткой снизить градус протеста, но эффект пока не ясен. Новый премьер Лекарню, ранее министр обороны и доверенное лицо Макрона, призвал население к диалогу. Его задача – договориться о новом бюджете и обеспечить работоспособность правительства. Однако расколотый парламент усложняет достижение консенсуса. Три основных лагеря – центристский, правый и левый – не имеют большинства. При этом профсоюзы уже анонсировали протесты на 18 сентября, приближая страну к всеобщей забастовке. Далее новая интересная информация. В Швеции случилось событие в первый день работы нового министра здравоохранения. Елизабет Лан, новый министр здравоохранения, почувствовала себя плохо прямо во время пресс-конференции. Инцидент случился в ходе публичного выступления вместе с премьер-министром Ульфом Кристерсоном и председательницей Христианской народной партии Эббой Буш. Камеры показали, как министр слегка наклонилась и сбила прозрачную трибуну, после чего осталась на полу. Эбба Буш и другие чиновники мгновенно бросились ей на помощь и помогли встать. Несколько минут спустя Лан вернулась к журналистам и объяснила случившееся резким падением уровня сахара в крови. Она пошутила: это был не совсем обычный вторник, но так бывает, когда резко падает сахар. О том, были ли ей оказаны медицинские меры, власти не сообщают, но очевидно, что серьезных травм удалось избежать. Лан приступила к обязанностям всего за день до инцидента, сменив на посту Анкерберг Юхансон, которая подала в отставку 8 сентября. Далее новость, которая привлекает внимание в Евросоюзе. В Польше парламент принял закон, который позволяет временно приостанавливать право на получение убежища, особенно для тех, кто пересекает границу из Беларуси. Закон подписал президент, а премьер-министр Дональд Туск заявил, что такая мера необходима для усиления безопасности государства. По новому закону власти могут ограничить подачу заявлений на убежище на срок до 60 дней в случае, если миграция используется в качестве политического давления. При этом закон предусматривает исключения. Например, он не распространяется на детей, беременных женщин, пожилых, больных или лиц, для которых возвращение представляет опасность. Особенно граждан Беларуси, если они подвергаются преследованию. Решение вызвало критику правозащитных организаций. Они считают, что оно нарушает международные обязательства Польши и принципы предоставления убежища, включая запрет на принудительный возврат лиц. Тем не менее, Европейская комиссия признала, что страны Европейского Союза могут временно ограничивать права в ответ на серьезные угрозы безопасности, если это пропорционально и ограничено по времени и территории. Таким образом, Польша стала одной из первых стран Европейского Союза, вводящих временно приостановление права на убежище в ответ на ситуацию на границе
Такое решение, по словам властей, должно защитить страну от гибридных угроз, однако разжигает важный спор о балансе между безопасностью и соблюдением прав человека. И это еще не все. В Европе вновь обсуждают итоги сделки по тарифам с Соединенными Штатами, заключенные летом под руководством президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и американского лидера Дональда Трампа. Сделка предполагает введение единой пошлины в 15% на основные товары из Европейского Союза, чтобы предотвратить более жесткий тариф до 30%, которые могли бы обрушить экспорт Европы. Некоторые ключевые товары, например, самолеты, микроэлектроника, химикаты, сельскохозяйственная продукция и материалы стратегического значения попали в перечень без пошлин по принципу «zero for zero». После подписания сделки реакции оказались смешанными. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ее наилучшим результатом, которого можно было добиться, подчеркнув, что удалось избежать торговой войны, вредной для экспортно ориентированной экономики страны. В то же время во Франции премьер Франсуа Байро критиковал соглашение как капитуляцию перед Вашингтоном, назвав его темным днем для Европы. В Европарламенте представитель комитета по торговле Бёрд Ланге выразил серьезные сомнения. Он считает, что сфера прогрессивного регулирования остается нестабильной и ожидает внесения поправок в законодательство. Позицию Берна Ланге и других критиков поддерживают социалисты, зеленые и представители левых сил. Они считают сделку односторонне выгодной для Америки и угрожающей европейской промышленности и потребителям. Тем не менее, часть экономистов и аналитиков смотрят на ситуацию сдержанно позитивно. Так, представитель Deutsche Bank оценивает сделку как менее вредную из возможных вариантов, благодаря которой удалось уйти от эскалации тарифов и сохранить доступ на американский рынок. В итоге главным выгодоприобретателем стала сама Европа, избежав самой неблагоприятной сделки. Она получила хоть и непростую, но стабильность после роста тарифов и угроз новых пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки. И еще одна важная новость в продолжении политики Германии. В Германии перед грядущими муниципальными выборами в земле Северной Рейн-Вестфалии резко возрос интерес к партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Однако, несмотря на этот подъем, партия столкнулась с проблемой. На предстоящих выборах она выдвинула своих кандидатов только в менее чем, внимание, четверти из всех мэрских кампаний по земле. Всего в Северном Рейне-Вестфалии более 1000 муниципалитетов, а «Альтернатива для Германии» заявила лишь о 126 кандидатах на пост мэра или бургомистра, то есть партийцы участвуют менее чем в 25% выборов муниципальных глав. Это говорит о проблемах с кадрами и мобилизацией на местном уровне, несмотря на рост популярности партии на федеральном уровне. Проблема кадров объясняется несколькими факторами: нехваткой местных активистов, отказами, переездами и даже смертью кандидата. Все это оказало заметное влияние на готовность партии представлять себя во всех муниципалитетах. Тем временем аналитики и СМИ подчеркивают, что Северный Рейн-Вестфалия станет важнейшим политическим тестом. Если «Альтернатива для Германии» АДГ добьется прорыва даже ограниченно, это будет сигналом роста ее позиций в Западной Германии, традиционно более сложной для нее политической среде. В то же время отсутствие всеобщего охвата говорит о слабой локальной структуре партии, несмотря на усиление ее популярности. Таким образом, картина получается двойственная. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ усиливается на федеральной арене, но ее неспособность обеспечить кандидатов во всех муниципалитетах Северного Рейна-Вестфалии выдает серьезные организационные проблемы на местах. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.